Всем привет! В этом видео я создам игру необычно для себя. А если вы захотите продолжение игры или видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы поехали! Если вы разработчик, что для вас необычно при создании игр? Можете написать в комментариях, но я отвечу, что необычно для меня в моих играх. Необычно для меня это использование чужих ассетов или моделей. Почему это для меня необычно? Начнем с того, что ассеты и модельки я никогда не использую в своих проектах, так как думал, что я сам что ли не справлюсь. Поэтому всегда рисовал и делал свои модели. Если бы вы меня спросили месяц назад, хочешь ли ты использовать чужие модели в играх, я бы ответил, нет, я предпочитаю использовать только свои модельки. Но чтобы я ответил сейчас, узнаете в конце видео. Про что будет необычная игра? Давно в детстве, когда мы с братом установили на ПК разные игры, я играл в одну очень интересную игру. Называется она Subway Scramble. Суть игры в том, что вы являетесь контролером ЖД-путей. Очень интересная игрушечка, советую вам поиграть. Так вот, к чему это я? В один момент, когда я установил игры со старого жесткого диска, мне снова начала нравиться эта игра. А вот теперь я вам расскажу этапы создания новой игры от меня. Каждый раз, когда я смотрю видосы любого другого разработчика, я вижу, что он часто использует ассеты. И в один день мне захотелось попробовать так же. В чем суть моей игры? Вы являетесь машинистом необычного мира боников. Ладно, это уже сюжет пошел. Ваша задача разводить боников по станциям. Боники это вот такие балбесы. Кстати, представляю вам 7 разных боников. Сюжет у игры будет, но потом, годиков через 2. Сначала я хотел создать тайкун, но потом меня повело совсем не туда, как этот поезд, и в итоге я сделал симулятор. Механика не особо сложная, просто ездить по станциям и развозить боняшек. Также поезд может ломаться и столкнется с барьером. К сожалению, игру полностью не доделал, но выложу на itch.io как альфа-версию. Так хочу увидеть ваши интересные предложения, что можно нового добавить или исправить. Кстати, если хотите, вы можете сделать постеры для метро. А то тут пустовато немного. Можете скидывать постеры, изображения или даже GIF-файлы мне на почту. Я обязательно посмотрю все и оценю. Договоря о механике, каждый раз, когда боники заходят к вам в поезд, они платят какое-то количество денег. Золотой боник платит больше всех. Он у нас бизнесмен. Хочу сказать, что боники это единственная моя моделька в этой игре. Пока что игра имеет только альфа-версию, как я уже сказал. Но в будущем будет и бета, и омега, и гамма, и вся квантовая физика. Из-за того, что механика у этой игры не очень сложная, игру я сделал за плюс-минус 3 дня. Самое интересное при создании игры был вот этот баг. А я не знаю. Давайте посмотрим. Давайте сами Они вон они. У меня FPS приседает. 8 FPS. Ну давайте я увеличу. Вот они. Вот они. 3 FPS. 2 FPS даже. Забираем всех. Ой, как деньги поперли. Ой, как деньги поперли. Баги, привет. А так за 3 дня я изучил для себя новое в Unity. Например, как делать анимацию, которая зависит от скорости объекта, и как использовать джойстик в новой input системе Unity. Всего в игре получилось 10 скриптов. Если вы хотите посмотреть, как создавалась игра, то на втором канале есть таймлапс, ссылка в описании. Так чтобы я ответил на вопросы с начала видео, я бы ответил вам так. Использовать чужие модельки, особенно инди-разработчику, очень нужно и важно. Это позволяет не перегореть во время разработки. Я думаю, в будущем будут входить обновления на эту игру. Кстати, хочу сказать, что она выложена на itch.io, поддерживает 3 геймпада. Пишите о своих идеях для этого симулятора в комментарии. А я поехал дальше делать обновления для данного симулятора.